Столкновение круизного лайнера с танкером. Несмотря на самые современные системы навигации и предупреждения столкновений, аварии все же случаются. Обычно это происходит в портах при маневрах или сильном ветре. На пути из греческого Миконоса в Стамбул в Турции круизный лайнер под мальтийским флагом Celestial Crystal длиной 162 метра столкнулся с 182-метровым танкером ST Pimlico под флагом Маршалловых островов, который шел в сторону Мальты из российского порта Туапсе. Авария произошла в 1 час 30 минут ночи 27 июня 2015 года напротив маяка Галиполи по неустановленной причине. Танкер Pimlico был загружен 30 тысяч тонн нефти. При столкновении был сильно поврежден, поэтому танкер имел риск взрыва, предупреждали специалисты. 854 пассажира на борту пассажирского круизного лайнера Celestial Crystal, 240 из которых, граждане Турции, не пострадали в результате аварии. Танкер Pimlico был отбуксирован на безопасную якорную стоянку в Гелиболу после столкновения с Celestial Crystal. На борту находился лоцман, и 3 буксира продолжали работу, пока ситуация на борту расследовалась. Корабль был искусственно положен на бок, чтобы минимизировать дальнейшую утечку нафты с поврежденного борта. Между тем, были обнародованы радиозаписи между задействованными кораблями. По их словам, оператор Центра управления дорожным движением Чанакале неоднократно предупреждал Celestial Crystal о надвигающейся опасности столкновения. В конце концов, капитан ответил на изменение курса. «Нет, отрицательно. Невозможно повернуть вправо, сэр». Тем временем Клаус Питер Оффентангшифрёдери, технический менеджер танкера, поблагодарил спасателей и задействованные власти за их приверженность и объявил о полном сотрудничестве в необходимых спасательных работах. На территории действовали судно Куртарма-2 и Сёндюрин-7, а также спасательные шлюпки Кегм-9 и Тахлисия. Также стало известно, что вокруг танкера установлен барьер от вероятности протечки. Между тем, груз из поврежденных цистерн перекачивался в неповрежденные места, а опасность взрыва снижалась за счет газоинертной системы. Двустороннее движение было временно закрыто из-за аварии. После того, как оба корабля были взяты на якорную стоянку, движение было возобновлено. Круизное судно Celestial Crystal стоял на якоре у танкера Галиполи в районе Севкетия-Лапсики. Большая трещина на правом борту привела к проникновению воды и крену на 15 градусов. На круизном лайнере лишь один из 852 пассажиров и 2 из 382 членов экипажа судна Celestial Crystal получили легкие травмы в результате столкновения. Значительные повреждения носовой части корабля, следовавшего из Миконоса в Стамбул во время аварии. Губернатор провинции Чанакале Ахмед Ченар заявил, что пассажиры на борту круизного лайнера будут эвакуированы небольшими паромами и переведены в Галиполи. Эвакуация пассажиров началась около 15 часов ровно. Первоначально с судна Конгбаири вместимостью 290 человек, которое затем было заменено судном на подводных крыльях Алентери-9. Пассажиры, круиз которых закончился так внезапно, были доставлены автобусами из Гелиболу в Стамбул и размещены в отелях перед отъездом 28 июня. Возвращение в Афины – отправную точку путешествия. В качестве компенсации они получили обратно полную стоимость круиза, а также ваучер на 7-дневный круиз. Эксперты предупреждали, что при загрузке 30 тысяч тонн нафты, которая является чрезвычайно опасным типом топливозаправщика, существует риск взрыва. Нафта – это вид топлива, который является альтернативой сжиженному нефтяному газу и используется в качестве топлива для реактивных двигателей. Чрезвычайно летучий и, как сообщается, представляет большую опасность, поскольку пары топлива тяжелее воздуха.
Эксперты Каптан Хейба заявили, что пассажирское судно, похоже, врезалось в танкер с носа до левого борта танкера. Согласно неподтвержденной информации, полученной с места происшествия, пассажирское судно Celestial Crystal на момент аварии не имело на борту пилота и находилось под командованием старшего офицера. Также сообщалось, что круизный лайнер обгонял другое судно и прямо перед аварией увеличил его скорость до 15 узлов. Сообщается, что старшина круизного лайнера – опытный моряк. Другой корабль-танкер, участвовавший в аварии Пимлика, также не имел на борту пилота. Произошла утечка УКВ записей танкера Пимлика и круизного судна Celestial Crystal. На записях оператор центра СУЦ Чанакале настойчиво предупреждает капитана пассажирского корабля Celestial Crystal о столкновении. После пары предупреждений капитан круизного лайнера Celestia Crystal ответил: «Нет, отрицательно. Невозможно повернуть на правый борт, сэр». Эти разговоры придают больше тайны происшествию, чем помогают его раскрыть. Заявление Главного управления прибрежной безопасности. По поводу аварии Генеральное управление береговой безопасности выступило с заявлением. Заявление выглядит следующим образом. Круизное судно под флагом Мальты Celestial Crystal, длиной 161,8 метра, на борту которого находится 853 пассажира и 382 экипажа, на выходе из пролива Дарданеллы и заходе в Мраморное море, столкнулась с танкером под флагом Маршалловых островов длиной 184,26 метра СТ Пимлика, несмотря на все предупреждения. Сообщается, что поврежденный танкер стоял на якоре на полосе движения перед Галиполи в качестве аварийной, когда поврежденное круизное судно, как сообщается, следовало на якорную стоянку в Галиполи с пилотом на борту. Была проведена операция по охлаждению обшивки корпуса поврежденного автоцистерны, а также инертирована поврежденная цистерна. Из имеющейся информации следует, что столкновение произошло по вине обоих судов. Центр управления движением судов в проливе предупреждал оба судна об опасности столкновения.